Привет, мои дорогие, привет, котики. Мы с вами сейчас погадаем на тему довольно-таки распространенную. У нас канал с вами о главном. Он называется так изначально, с того момента, когда мы с вами решили гадать на мужчин. И на мужчин мы всегда будем гадать, всегда, кушки. Ну и, конечно же, добавлять и других гаданий, тоже интересных для себя, для саморазвития. А сейчас у нас тема. Она будет, как обычно, называться, но расклад будет необычный. Точнее, карты, которые будут здесь участвовать. У нас будет расклад его чувства и планы на вас. И мы будем с вами смотреть, мои дорогие, на оракуле. Вот такой вот шаманский оракул, очень такой клевый. И сейчас мы в видео с вами на нем погадаем, да. И там оракул, в принципе, написан для такого, для широкого круга людей, для того, что, ну, конечно, на английском, но все же, да, вы можете тут посмотреть название самих оракулов, да, и потом краткое его толкование. Но, мои дорогие, мы же с вами не начинающие, как говорится, ведьмы, поэтому мы будем оракул шаманский трактовать так, как надо его трактовать для определенного вопроса, который мы здесь будем с вами поднимать. Season of the Witch Shaman Oracle. Вообще крутые карты, но это не Таро, это оракул. Оракулы немножко отличаются, да, но на них, в принципе, проще толковать. Если вы, например, любите такие карту дня вытаскивать, и, в принципе, вы не особо в Таро, да, чтобы не путаться, пользуйтесь оракулами. Классная вещица. Так, и еще у нас, мои дорогие, будет в тему же тоже краснючее такое Таро дель Торо. Это, девочки, такое тоже подарочное Таро, очень красивое, вот оно. И мы здесь тоже будем смотреть, мои дорогие, на этом Таро. Оно такое очень своеобразное, но, знаете, я понимаю того художника, который делал эти иллюстрации, потому что, в принципе, да, оно близко вообще к моему даже видению мира. Вот просто близко именно даже вот по картинкам. Поэтому, конечно, с удовольствием буду его тоже использовать. И что у нас сегодня будет Таро, Таро дель Торо и Оракул. Оракул, девочки. Будем смотреть его чувства и планы на вас. Но у нас, как обычно, будет, так как мы гадаем на Таро, у нас будет 4 варианта. И сейчас мы с вами, смотрите, какие красивые рубашки. Ну, не знаю, может, у каждого свой вкус, да, возможно, кто-то из вас не особо заценит, да, но в нем что-то такое крутое и интересное есть. Вот такие вот дела. Ну что, мои дорогие, начнем. Так, 4 варианта у нас будет. 4 масти, 4 короля, 4 стихии. И мы с вами посмотрим его чувства и планы на вас. А оракул наш шаманский, девочки, мы будем ложить для себя любимых, для этих отношений. Как себя вести, возможно, какая-то коррекция потребуется. А знаете, какая коррекция? Чтобы вы знали, девочки, да? Иногда я, например, делаю, если кто-то просто хочет улучшить отношения, да, либо наоборот ухудшить. Вот просто хочу ухудшить или улучшить. И вот в зависимости от того, что мы хотим, в принципе, забыть его, да, остуду сделать или наоборот приворожить, то я могу давать какие-то вам определенные советы, которые идут по Таро. Но есть такой момент, когда вот оракул мы с вами будем раскладывать именно, девочки, на то, как себя вести по карме. То есть ухудшится ли даже без вашего понимания на сегодняшний момент, нужны вам эти отношения, не нужны, вы можете сегодня кричать, да блин, как он мне нужен, да, а потом вспоминать его как бывшего и думать, ёшкин кот, хорошо, что меня жизнь-то уберегла и хорошо, что я его бросила, да, бывает же такое, правильно? Поэтому на данный момент мы можем обескуражены, обворожены быть им мужчиной, но мы посмотрим на оракуле, к чему это все ведет. Вас будут карты останавливать от дальнейшего развития, да, или вот как-то корректировать. Будем спрашивать именно совета шаманского, девочки. Шаманов очень люблю и уважаю, и очень ценю, да, и очень мне нравятся инициации шаманские, ну, прям вообще, да, потому что и даже вот как их как кофе попил, но это кофе для души. Ну что, давайте посмотрим.
Его чувства и планы на вас, девочки. Первый мужчина, второй, третий и четвертый. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Выбирайте, мои дорогие. Таро мы будем еще раскладывать. А посмотрите на эту прелесть. Смотрите, какие карты, девочки. Я так люблю, когда блокноты, когда карты вот с такими штуками всякими идут. Забыла, как это называется. Книги так идут. И Season of the Witch. Шаман. Что нам скажет шаман для нас? Что нам лучше, девочки? Что нам самим лучше? Что взять лучше из этих отношений, из этих мыслей об этом мужчине? Нафиг оно нам все это надо? Здесь и сейчас. Ну что, вы мужчину-то выбрали, девочки? А теперь мы кладем оракул. Выбирайте, котики. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Его чувства и мысли о вас. На Таро и на шаманском оракуле мы посмотрим, что нам это все дает. Куда смотреть, что делать, что скажет именно оракул. Такая, знаете, английская классика, мощнейшая идет от оракула этого. А Таро, картинки, они, вот эта иллюстрация очень мне близка. Так как я буду гадать сейчас на ютубе в первый раз на них, да, я сначала опробую для себя, так присматриваюсь, присыпаюсь с этими картами, а потом уже использую. Ну что, выбрали? Первый вариант, что он думает о вас сейчас, его мысли и планы на вас, и надо ли это вам. Второй вариант, третий и четвертый. Что ли ложится сейчас? Ну, поехали, мои дорогие. Так, первый вариант, его чувства и мысли о вас сейчас. И на оракуле еще посмотрим. Мечи, девочки. И я вам скажу, это пятерка мечей, это его чувство, да, к вам. Я вам скажу, что не очень тут что-то хорошее идет. И это резко, вот как будто, смотрите, вы идете по улице, да, и вдруг ни с того ни с сего вы встречаете человека. Это может быть женщина, мужчина, которого вы когда-то не любили, да, или как-то к нему не очень хорошо относитесь. И вот это вот неприятное ощущение, как от внезапной встречи. И здесь по этому, девочке, варианту его чувство это первое, тревога. Внезапно возникшее чувство тревоги по отношению к вам. Но это связано с каким-то изображением, с тем, что он видел. Перевожу на русский язык, что это значит. Он увидел какую-то вашу фотографию, либо он увидел вас в компании с другим, увидел как-то вас в каком-то виде, в котором он не предполагал, что он вас увидит. Услышал, возможно, от вас какие-то резкие слова, да. Тут было что-то неприятное, неожиданное для него, и он от этого тревожится. И это у каждого мужчины спадает по-разному. Кто-то забывает через час, а кто-то забывает через неделю, да, а кого-то уже, как говорится, колбасит через месяц. Еще месяц колбасит и перестает, отпускает это. Это, девочки, ревность. Это тревога от того, что он увидел, услышал, почувствовал с вашей стороны. И причем это могла бы быть какая-то положительная волна от вас, да, но она его прям, знаете, мечом задела, как порезаться все равно. Мы же не хотим порезаться, когда берем нож, да, и это для нас какая-то неожиданность и неприятность. И вот сейчас у него такое же чувство по отношению к вам. Он порезался, ему неожиданно, ему неприятно от того, что он увидел, либо услышал. И причем вы, в принципе, могли ничего не делать, да. У вас, наоборот, может быть радостное какое-то событие. Может, вы замуж выходите, девочки, да. Вот у него такое чувство.
Или он вас встретил на улице, вы его, может быть, не заметили. Или он посмотрел на ваши фотки в соцсетях, и что-то его очень сильно задело. У него тревога, неприятная тревога, девочки. Что же делать в этой ситуации? Давайте посмотрим, что на оракуле шаманском идет. И вот смотрите, да, как интересно. Тут же тоже у нас на шаманском оракуле и топор выпал, да, и вы, которая выглядывает из-под дерева. Очень, кстати, похоже на те мечи, которые сверху выпали. Пятерка мечей и здесь. Сразу говорю, девочки, это прям либо в самые ближайшие дни сбудется, либо это уже сбылось. Потому что прям очень видно, аж веет вот этой вот ситуацией какой-то, да. Какая-то неприятность для него, неожиданная неприятность, неожиданно неприятное известие от вас. То есть он это интерпретирует для себя. Мужчина, для вас, девочки, если пофлиртовать с другим, это будет нормально. Для него это будет неприятно, это для него будет ревность, зависть, девочки. Если вы, например, что-то купили, приобрели, лучше выглядите и все остальное, это может быть еще и банальная, даже такая вот какая-то мужская зависть по отношению к вашим успехам, заслугам. То есть у него что-то такое не очень приятное. И по оракулу, да, это буквально происходит плюс-минус туда 3 дня. То есть это прям сейчас. Даже если вы с ним давно не общались, мои дорогие, а вы посмотрите своих гостей, да, если в Одноклассниках, ВКонтакте там или еще где возможно, да, я вам скажу, где-то он рядом с вами, как говорится, проходил. Еще такой момент, девочки, он пытается найти какой-то, вот прям скажу, да, пароль либо от вашего телефона, от вашей почты, от ваших каких-то соцсетей и все остальное. Мне идет какой-то код, девочки, прям вижу его, да, какой-то как сгенерированный какой-то код идет, как он пытается подобрать не ключ к вашему сердечку, а пароль к вашим либо соцсетям, либо к чему-то, девочки. Потому что у него как, ну не на бумажке написано. Боже, я не буду, так как это все-таки общий, да, но я вам скажу, что что-то он ищет, пароль. Там еще пятерка какая-то есть, Джей, Джек, 5. Ну, что-то такое, вот такие какой-то, знаете, вот как пароль, Джек 5 на английском языке. И вот типа такого, и он, получается, это либо вновь сгенерированный какой-то пароль, да, и он, и это ему не принадлежит, это принадлежит вам. Может, пароль от вашего телефона, мои дорогие, ищет. Может, у вас какой-то цифровой код на телефоне стоит. Это может быть ваша почта. Это может быть вам что-то пришло, подтверждение какой-то регистрации, и он макнул, как говорится, глазом туда. Это может быть подбор паролей под то, что вот к чему он пытается подобраться. Так что либо он уже это вскроет на днях, да, либо он уже это сделал, девочки. Вот с этим еще связано здесь идет. Чувства я сказала какие, не особо приятные, неожиданные чувства. Его планы, девочки, планы у него тайные по отношению к вам. Да? Первое, что он сделает, это он затихарится. Возможно, какие-то от него такие предъявы, как говорится. Но немножко будет уводить в сторону. Он не будет напрямую вас спрашивать, потому что это страшно спрашивать напрямую. Это, скорее всего, будет что-то такое, от чего вы так, знаете, даже бровь скинете вверх, да, типа, что ты несешь вообще. Так что, девочки, какой-то он такой безбашенный немножечко сейчас, да. А какие у него планы на вас сейчас? Доложим Таро, девочки. Какие у этого меча планы на вас? Какие у него планы, связанные с вами?
это будет слежка. Это по-любому слежка будет. Еще и Луна. Он не контролирует себя в этой слежке. У него нету определенного плана, что он с вами будет дальше делать. Но это какая-то маниакальная привязанность. Это реально маниакальная привязанность. Я вам скажу, я тоже встречала в своей жизни маньяков, девочки. И причем они вот то обострение, то не обострение. То есть они называют это любовью, хотя это просто вот какое-то, знаете, обожествление, что ли. Женщина-богиня, и он понимает, что он с ней никогда не будет, да, но все равно где-то преследует, мимо дома проезжает и все остальное. И аж волосы дыбом иногда становятся из-за того, что вот ему нехрен делать, да, и он просто катается, например, с какой-нибудь новой своей пассией, и они приезжают пить кофе под твой дом. Причем она даже не понимает, почему она здесь, почему они здесь пьют кофе, все остальное. Он смотрит тебе на окна. Вот такие девочки-маньяки есть. И вот у вашего мужчины есть такой момент. Маниакальное преследование вас. Попытка залезть вам в вашу личную жизнь, в ваши мысли, в вашу душу, порыться в вашем бельишке, девочки, да, и знать о вас больше, чем вы позволяете ему знать о себе. Так что вот этот мужчина такой, знаете, немножко маньяк, но немножко и детектив. Маньяк и детектив в одном флаконе. Ему нравится так играть. А почему это он делает с вами? Зачем это ему? У него есть мечта, связанная с вами. Смотрите, выпала луна и выпал старший аркан солнца. Это значит, что насчет вас у него есть какая-то мечта. И скорее она всего, девочки, сразу скажу, она несбыточна. У него эта мечта никогда не сбудется, да? Но она в нем живет. В нем эта мечта живет. И вот этим каким-то преследованием, каким-то детективными своими расследованиями, знаете что, он просто вот как-то, ну, к мечте же надо двигаться, да, потому что если мы не движемся к мечте, мы, получается, теряем к ней интерес. А он считает какие-то свои отношения с вами какой-то мечтой. Но она, девочки, не исполнится. Это Солнце и Луна выпали, да. То есть он в Луне, а хотел бы Солнце. То есть, а Луна и Солнце, как говорится, никогда не встречаются. Ну, грубо говоря, да, не считая затмений, солнечных или лунных затмений. И обратите внимание, когда солнечное или лунное затмение, разве они, как сказать-то, гармоничны, да, Солнце и Луна? Нет, они создают что-то такое, я бы даже сказала, мистическое, да, для людей. Так что у него есть какая-то в голове мечта, которая никогда не сбудется, и он ее так вот гипертрофированно представляет и к ней вот движется через Луну. То есть он движется к Солнцу через Луну. То есть вот эта попытка быть частью вас, частью частью вашей жизни у него идет через скрытое наблюдение за вами. Вот это прям вообще какая-то сводка ментовская, девочки. Извините меня, если кто к этому относится. Вот такие вот дела, девочки. Вот такой вот первый вариант был. Второй вариант, давайте посмотрим его чувства и планы на вас, девочки. Его чувства и планы на вас. Боже мой, а он-то скучает, мои дорогие, очень скучает. Вам выпала прекрасная карта. Пятерка кубков, девочки. Мало того, что скучает, знаете, я помню, девочки, такое одно смешное видео из старых видео тех блогера одного такого. Блин, как его фамилия, которого повязали мордой в пол, да? Так вот, я иногда для интереса смотрю, вот как некоторые интерпретируют, да? И там вот фишка в том, что у меня даже волосы были дыбом на голове, когда они вытаскивали кубки на судьбу этого блогера, как он кончит, да? Типа, если он будет много пить и все остальное. Так вот, кубки, девочки, пятерка кубков.
вот этот мужчина тоску по вам мочит чем-то другим, да, и, скорее всего, это либо алкоголь, либо, знаете, это он может сосать, грубо говоря, какой-то лимонад со страшной силой, когда он обычно этого не делает, когда он в нормальном состоянии. То есть он, как чаша, пытается наполниться через напиваться, возможно, да. Может, он сейчас уходит в этот, в пивной какой-то угар, либо что-нибудь покрепче, либо это просто какие-то напитки могут быть, те, которые он обычно не пил. Бывает так, что мужчины там садятся на какие-то чаи, либо на протеиновые коктейли и все остальное. И это не то, что его организм требует или его кто-то попросил, потому что требует его душа наполниться чем-то. И вот он через еду, либо через напитки, что больше, 95% через напитки, он пытается забить вот эту вот какую-то пустоту, которая связана с вами. Он скучает, девочки. Но вот это вот скучание, я не думаю, что вы его увидите. Вы это скучание не заметите по одной простой причине, потому что это уходит в кубки. Это уходит в его самого. В его самого. Что-то он поглощает внутрь, для того, чтобы наполниться любовью к вам. Понимаете? Ну, давайте посмотрим, что вы тут скажете. Это, скажу вам так, да, либо и вы скучаете по нем, и он скучает по вам, да. Но дело в том, что здесь идет такое, девочки, да. Вам надо действовать в его сторону. Если вы хотите быть с этим мужчиной, да, вам нужно предпринимать действия. Действия. Это не слова, это не фразы. То есть вы не считаете действием, если вдруг вы ему напишите или позвоните и спросите, как дела и все остальное. И тут идут именно действия, телесные действия. То есть я иду, я делаю, да, я что-то делаю. И если вы хотите быть с этим мужчиной, вы должны что-то делать. И именно телом, мои дорогие, да. Даже вот, например, если вы, я не знаю, практиковали ли вы такое или нет, девочки, потому что мы все разные, но практикующие, да. Если вы, например, просто с ним пообщаетесь, эффекта вообще никакого не будет, да. Он никак, как говорится, с этой пятерки кубков не слезет. Но если вы будете действие какое-то показывать ему в его сторону, да, то тут возможно то, что если вы в ссоре, вы опять сойдетесь. Если вы поссоренные, да, то поруганные, то вы помиритесь. Если, девочки, вы далеко друг от друга с этим мужчиной, которого вы сюда загадали, да, то действия с вашей стороны запустят опять это колесо сансары. То есть тут идет воссоединение мужчины и женщины, да, но мужчина, он себя немножко неправильно идет. Вместо того, чтобы действовать в вашу сторону, да, он действует в свою сторону, какие-то такие вот, как воду пьет, да. Ему, например, кушать хочется, он воду пьет. Он хочет вас обнять, он воду пьет. Ну, вместо воды может быть все что угодно другое, да. А с вашей стороны оракул говорит, чтобы вы действовали. Не словами даже. Девочки, подойдите к нему в танце. И надо действие. Руки, ноги задействовать именно ваше тело. И оракул вас приглашает к тому, чтобы вы действовали. Что-то как-то в танце девочки подходили к этому скучающему за бокальчиком вина мужчине. Вот, кстати, да, я думаю, какое вам тут описание такое вот подобрать словесное. Вот представьте, да, что вот он сидит с коктейльчиком там где-то в кафе каком-то, да, на курорте, девочки, давайте помечтаем, ковид же, да. И, короче, вы такая к нему смотрите, он так скучает, печалится, смотрит на вас, вздыхает, да, но ничего не предпринимает. А вы хотите изменить ситуацию. Берете, девочки, встаете с своего места, да, и шагом балерины, и не знаю, какой с пританцовкой вы к нему двигаетесь, вы к нему идете. И вот это Таро
и оракул вам это все в связке показывает. Действуйте по отношению к этому мужчине, потому что он не может в вашу сторону действовать. Идите, девочки, к нему. К нему надо идти. Телодвижение. Тут главное тело. Если вы своим телом будете, как говорится, говорить на этом языке, двигаться к нему телом, может, это, девочки, танец какой-то. А что вам мешает взять, снять видосик маленький, как вы танцуете, и прислать ему? Или еще что-нибудь? Ну, короче, вам надо двигаться телом в его сторону. Возможно, даже прийти к нему домой, пригласить его на свидание и прийти раньше, чем он, девочки, да? С этим мужчина ждет того, чтобы вы с ним либо завязывали отношения, либо пошли на примирение, чтобы вы к нему пришли. И он, девочки, готов, в принципе, дарить вам любовь. Потому что вот эта вот пятерочка, да, пятерка кубков, она такая вот карта, которая, если не вам, то он в себя вкладывает, да, а он готов это вкладывать в вас. Дело в том, что от этого мужчины можно многое что поиметь. Понимаете, он готов давать вам что-то. Во-первых, что вам, наверное, надо, а во-вторых, то, что он может дать. Почему бы и нет? Вот такие вот дела, вот такой вот, мои дорогие, второй вариант. Третий вариант, давайте посмотрим его чувства и планы на вас, мои дорогие. Боже мой. Карта силы выпала. Хорошо, а вы что? Все, девочки. Еще так прикольно выпало. Прям вообще комбо. 11-й старший аркан силы. И выпал еще и алтарь в шаманском оракуле. Тут с этого мужчины слазить нельзя. Вы должны прямо о нем думать, девочки. Вы должны действовать, вы должны с ним быть. Да? И смотрите, алтарь выпал, это ваше видение, да, этой всей ситуации, а у него сила. То есть, девочки, это огонь, у которого вы можете погреться. В огне вы можете там сжечь всех своих врагов, да. Это вот этот мужчина ваш огонь. А вы можете этот огонь использовать для приготовления пищи, для сожжения врагов, девочки, да, для тепла, для страсти и всего остального. Этот мужчина вам нужен. С этим мужчиной нельзя от него отказываться, потому что вы как будете отказываться знаете, от ведьмовской какой-то работы. От этого мужчины, девочки, очень много чего получите. Я не буду говорить, что тут могут быть легкие отношения, да. Легкие такие счастливые отношения двух белых кроликов на лужайке. Нифига, мои дорогие. Тут может и носить, и все остальное. Это прям буря. Вот с этим мужчиной это столько, здесь очень много энергетики. И вы можете этого мужчину поворачивать в ту сторону, в которую вы хотите. И это ваш, прям, знаете, лучший фамильяр, которого вы могли бы заполучить для решения каких-то своих вопросов, причем даже и не бытовых. Этот мужчина защитник, этот мужчина яд для ваших недругов, этот мужчина сладость для вас, это, возможно, зарождение новой жизни, это мужчина, который пришел в вашу жизнь не просто так. Вас карты здесь предлагают его использовать прямо на 100%. Да? Это как автомобиль Lamborghini нужно использовать на таких вот трассах на всю катушку. Да? И вот этот мужик, это как Lamborghini. На нем он не создан для того, чтобы просто ездить на нем в магазин. Этот мужчина создан для охренительных эмоций вашей жизни. И если вы будете с умом и толком, если вы, девочки, умные очень, да, девушки, мудрые, если, кстати, вы житейские, очень подкованные, если вы уже через огонь и воду и медные трубы в своей жизни прошли, этот мужчина – это то орудие в ваших руках, с помощью которого вы можете перевернуть мир. Понимаете? Так, куда вы хотите. Знаете, помните, как один... Я вот не помню, кто это сказал, девочки, да, к своему стыду.
Дайте мне точку опоры, и я переверну мир, да. Вот вам в виде этого мужчины дана точка опоры, и вы можете перевернуть мир, девочки. Этого мужчину можно, вот прям надо на 100% использовать во всех своих целях и интересах. Причем он готов на это все, он готов. Если у вас только, девочки, зародились отношения, то есть вы только познакомились, вы или только начали общаться с ними, все остальное, можете сразу озвучивать свои цели в жизни, с чего вы хотите. И этот мужик пойдет и будет это делать. Либо вас направлять, понимаете? Дальше. Это может быть рождение ребенка. Причем я вам скажу так, это рождение ребенка даже при помутнении рассудков у вас и у него. То есть это очень быстрое зачатие, когда вы даже друг друга не успели узнать. Да? То есть, девочки, будьте осторожны. Тут высока вероятность просто забеременеть от этого мужчины, прям просто посидев с ним в одной комнате. Будьте осторожны в этом плане, если кто-то не хочет. Дальше. Его чувства и планы, девочки, на вас. Планы у него большие и глобальные, да. Это такой вот паук, и вы попали в его сети. Сказать, чтобы вы вырвались с этих сетей, это, девочки, ну, как муха может вырваться с сетей этого паука. Он пока вас не отпустит, вас не отпустит. Вас вообще ничего в жизни не отпустит, вы будете постоянно о нем думать и все остальное, пока он вас не отпустит. От вас, девочки, вот прям вообще ничего не зависит. Ну, ничегошеньки. Он захочет с вами встречаться, будет. Захочет вас оставить одну, оставит, да. И, как говорится, от вас ничего не зависит. Зависит именно от него. Но тут надо ваша мудрость и ваша хитрость житейская для того, чтобы вы использовали. Вот этот огонь может затухнуть, да, сам по себе. Но он вам сейчас, прямо здесь сейчас дан для того, чтобы решить ваши какие-то дела. Очень много дел. Не просто так этот мужчина вам дан. Повторяю еще. 11 старший аркан силы, девочки, и алтарь. И у меня такое ощущение сейчас идет, что, девочки, я сейчас этот расклад забуду, а я потом свои же видео просматриваю и выбираю себе, когда я забуду гадание, да. И я прям вижу для себя, что такое 11 и что значит алтарь, мои дорогие. Потом попозже немножко вы об этом тоже все узнаете. Но прям это и как и для меня. То место, где зародится новая жизнь. Ну что, мои дорогие, давайте еще посмотрим его чувства и планы на вас. Его чувства и планы на вас. Его чувства и планы на вас. Он вас никому не отдаст и не позволит вам уйти, пока его самого не отпустит. Но он не намерен отпускаться, он не намерен отказываться или отвязываться от вас. Этот мужчина не намерен от вас отказываться. Избавиться от него, девочки, практически невозможно, от этого мужчины. Вот никак невозможно. Но это велосипед, который просто пришит к вашей попе. Понимаете? И вы не сможете нормально ходить с этим велосипедом пришитым к одному месту. Да? Вам просто надо научиться на нем ехать, держать равновесие. Самое главное при езде. Да? И смотрите, что с вами станет. Вы будете намного быстрее. Вы будете быстрее, чем другие. То есть этот мужчина на самом деле очень полезный. Отказываться от него не получится, нельзя, используйте его. Вот прям, девочки, если кто не знает, как использовать этого мужчину, вот сядьте и подумайте, что вам надо. Переклеить обои, возможно, вам надо, починить машину вам надо, съездить в какой-то другой город надо и все остальное. Вам надо купить платье или выбрать косметику, все. Или лямки для лифчика купить, допустим так, да. Просто вот и мужчину используйте для этого всего по списку. По списку, девочки, используйте этого мужчину. Не бойтесь у мужчины ничего просить. Наоборот, мужчины, они созданы женщинам во служение. Вот такой вот вариант. Тут прям надо ловить, девочки, все, что есть. Высасывать с этого мужчины все, что он может дать.
Вот такой вот третий вариант. Четвертый вариант. Давайте посмотрим его чувства и планы на вас, девочки мои. Его чувства и планы. Он как в чем-то закрыт. Это, в общем, я вам сразу здесь говорю, да, его чувства и планы. Если вы загадали здесь какого-то бывшего мужчину, который никак к вам не проявляется, ну и пошел он в жопу. Просто забудьте. Вы просто загадали его какого-то фига, потому что, наверное, вам скучно, девочки. Потому что если это бывший, который вам уже не звонит там несколько месяцев и все остальное, да, не, он даже не думает, он как-то очень далеко. Этот мужчина и эта женщина не связаны между собой. Они как-то друг от друга очень далеко, и мыслей у него, знаете, ну, нету никаких мыслей по отношению к этой женщине. Но если вы с ним общаетесь, мои дорогие, да, это может быть какое-то похолодание в ваших отношениях. То есть это... Это могут быть какие-то даже ожидания. Вы можете просто сидеть ждать непонятно чего, погоды у моря, да. Это неоправданные ожидания. Это какие-то даже мелкие подставы своего. Например, вы ожидаете, что вы пойдете с ним гулять, да, а он поехал с друзьями там отдыхать куда-то. Ну, и оставил вас одну. И вы, получается, сидите и тратите время зря. Вот, девочки, когда вот этот мужчина вам не звонит и не пишет карты, здесь говорят, что ты, моя дорогая, тратишь время зря, его ожидаючи. Понимаете? Это маленький котик, который пришел под двери, когда ему никто не откроет. А почему ему там никто не откроет? Не то, что они не хотят, потому что там никого нету. Понимаете? То есть, девочки, смотрите, чем меньше мужчина этот на вас обращает внимание, тем больше вы должны заниматься чем-нибудь другим в этой жизни, да. Он вам не звонит, не сидите дома в ожидании того, что он, например, позвонит, вас пригласит куда-то. Идите с другими, идите с другими. А когда он, например, объявится, а вы боитесь, что вы с кем-то будете, у мамы в гостях, с подружками выпивать и все остальное, и не надо его к себе звать, я занята. Тут что-то не то. Вот конкретно не очень, девочки. По факту говно расклад тут на четвертый вариант. Ну, давайте еще посмотрим. Его чувства и планы на вас. Да что ж ты мне все время выпадаешь? Уже практически во всех картах выпал ты. Его чувства и планы на вас. Он, девочки, как несловленный. Почему он отвязался, мои дорогие, да? Почему он отвязался? У меня вопрос к вам. Если вы гадаете на этого мужчину, какого хрена он к вам не привязан? Почему он занимается своими делами? Почему он не проводит время с вами и все остальное? Но карты говорят, не ожидай его. Если ты его ждешь, это ты тратишь время впустую. Причем это конкретно трактую, как оно есть. То есть, девочки, он уехал куда-то, да, и вот эти вот моменты, как вы что-то ждете, ожидаете и ничего не делаете, это время потраченное впустую. Вам такое ощущение, что надо вот это вот время максимально забивать какими-то другими действиями. Даже одной, девочки. Ходите одна, почему-то что такое, на прогулке, музыку включили, слушайте, пошли там. Тут нету привязки. Тут нет завязки каких-то. Завязок вообще. Он как бегает, понимаете, а его хочется словить, а он не дает. Его чувства и планы на вас. Его чувства и планы на вас. Луна с дураком. А еще такой момент, скажу, что, скорее всего, возможно, девочки, на него кто-то магичит, делает какую-то привязку на него, да. И тут охлаждение по Луне и дураку говорит о том, что его просто, ну, над ним работают, его привязывают, над ним активно кто-то влияет на него. Причем и магически, и еще как-то, да. То есть это, например, какая-то девушка, которая хочет с ним встречаться, быть, и там сюси-пуси-муси-пуси, и сама что-то делает в его сторону. Потому что и практически это все сделано, потому что вот привязка в вашу сторону вообще минимальная. Вы как чего-то ждете, понимаете?
Тут, девочки, вот сейчас, да, на данный момент, ну, не фонтан, короче. А давай ты мне еще как-то скажешь. Какие у него планы насчет вас? Он, девочки, как уходящий. Уходящий. Да и пусть катится колбаской по малой спаской, девочки. Либо вот он, знаете, как украденный ребенок, вот которого просто похитили, да, украли. Стояла коляска, я пошла в магазин, а возвращаюсь, коляски нету. Как украденный ребенок, да. А что, куда кидаться, что делать и все остальное, а фиг его знает, да. Но в чем фигня, то и привязки для вас нету, а вы как все равно не можете пойти в милицию, да, не можете написать заявление о том, мой ребенок пропал, потому что не ваш ребенок. Вот какой тут идет. Тут какая-то фигня идет в отношениях, девочки. Возможно, охлаждение. Если вы на своего мужчину загадали, да, то смотрите, сейчас может возникнуть какая-нибудь мама, там сестра и какая-нибудь еще кто-то еще, который будет максимально уводить его внимание в свою сторону, какие-то другие дела решать и все остальное. Знаете, как вот как реально, как украденный ребенок. А вы как будете в ожидании, но у вас нету каких-то инструментов, нету регалий для того, чтобы его возвращать, понимаете? Либо это будет обозначать просто командировку вашего мужчины куда-то, понимаете? Либо он поедет к своей маме копать там огороды, садить. Либо это просто командировка, либо это невозможность быть вместе из-за того же коронавируса какого-то, да. Э, и он будет заниматься какими-то другими делами, но не вами. А вы по шаманскому оракулу не должны сидеть и пустодела. Тут выпадает вам, пока вы его ждете, пустые дела, пустые хлопоты. Что такое пустые дела, пустые хлопоты? Это девочки, вот прям то, что вам не надо. Вот просто будете время тратить зря. Поэтому я бы тут, например, занялась своими планами. Все, что давно хотела сделать, да, за собой там ухаживать, еще что-нибудь, какие-то дела. Все максимально вот это вот время бы, как говорится, убивало бы время. Пока его нету. Но, возможно, это как раз мужчина, который никогда не вернется, девочки. Но все равно зависит от той ситуации, в которой вы находитесь с этим мужчиной. У кого-то это бывший девочки, у кого-то это настоящий, да, у кого какой мужчина. Но вот такие вот дела. Ладно, мои дорогие котики, вот такой вот у нас был расклад. Если вам понравилось, что мы с вами будем на оракулах еще смотреть, да, то пишите. Будем с вами смотреть еще и на оракулах. Отдельно для себя много чего интересного. Все, котики, пока-пока.